Всем привет! Сегодня мы будем смотреть клип Топа на песню Дум Да-Да. Продолжаем погружаться в лор. Нам под прошлым видео с Топом написали про его глаза, рассказали, все объяснили. Спасибо вам большое. Да, также мы будем в дальнейшем создавать опросы, чтобы смотреть, что вообще хотите видеть от нас, в реакциях. Вот эта песня также Дум Да-Да выиграла в этом опросе, поэтому мы снимаем на нее реакцию. Поэтому в дальнейшем мы что-то будем брать от себя, что-то вот из опросов, поэтому вы там чекайте. Так, поехали. Опять у нее такая эстетика какая-то своя. Не знаю, как Да. объяснить. О, Блин, монтаж прикольный. и опять ЧБ. Да. Я не могу привыкнуть, что у него голос такой низкий. Так, Да. я, конечно, не понимаю, что происходит. Это мы в детстве. Может, это пародия типа на других рэперов? Слушай, да, наверное. А почему у него маска на глазе? Кстати, может, опять это отсылка к какому-то лору про глаза? Я думаю, что да. Капец, он тут начал рэповать. Блин, капец, очень круто. Да. Очень крутой монтаж. Капец. Кстати, сейчас он против потока. Нет, он с потоком где-то. Мне просто интересно, как это у него в голове рождаются все эти идеи? Мне тоже. Да. Ну, тут звучание что-то напомнило. Но не знаю, что. Так, Эти глаза две личности. появились. Да. Не может быть. Блин, капец, очень непонятно для меня клип пока. Просто что происходит? Да. Сон при температуре 40. Ну, ребенок этот страшненький. Но я думаю, что вот эти обезьяны это либо хейтеры, либо, да, рэперы другие, типа. У него самый большой микрофон, кстати. Подожди, не думал, что он настолько быстро типа рэповать умеет. Ой, извиняюсь. Теперь опять вот эти мачкаты между ними и обезьяной. Вот это он все-таки он. Вообще не понимаю. Капец, очень непонятно. Нужно... Это какой-то сейчас взрыв мозга просто был, Да, если честно. Я думаю, нам Так. 100% нужно читать текст, потому что... Да, мы сейчас будем читать текст, потому что у нас тут не было его. Вот, но... Что сказать по самому визуалу клипа, это было что-то невероятное, потому что мне сложно было ловить суть. Я вот только соглашусь, мне кажется, да, что это реально другие рэперы были, потому что я сначала думала, что это обезьяны олицетворяют каких-то хейтеров, которые, типа, глупые, ничего не понимают. Но потом из-за того, что вот они начали микрофон, типа, копать, и что-то микрофоном бить, но не понимают, что делать с микрофоном. Возможно, это реально вот другие просто рэперы, которые ничего не умеют, но что-то там хвастаются своими скиллами, не знаю.
Да. Вот. На самом деле столько всего намешано по вот этим вот разным стилистикам, да, и какая-то что-то типа а-ля историческое, и потом, не знаю, какие-то большие дети, Да. все сразу. Вот что ребенок иллюстрирует, я вообще не поняла вот это. Ехал что с ним на мотике. Блин, мне кажется, тут столько опять метафор, столько всего, сколько можно разобрать, но у нас просто не хватает знания лора, чтобы это все понять. Вот. Поэтому даже не Ну, знаю. кстати, ребенок может быть, это как какое-то его творение, да, то есть, ну, типа, он создатель, и вот ребенок это там, не знаю, его рэп, опять же, да. Ну вот когда, кстати, он ехал с ребенком, он сам себя вел как ребенок, ты заметила? Потому что он на моцике как-то ехал так, типа, ну как не ездят, знаешь, взрослые люди на моцике. Возможно, этот ребенок большой как-то олицетворял. Как будто, короче, вот, Топ, он большой и взрослый, но ведет себя как ребенок. А вот этот ребенок, который сидел рядом, он был большим ребенком. Я не знаю, что я пытаюсь сказать, но какая-то мысль тут есть. Да, это же типа вот как говорят, что когда мы уже взрослые, нужно все равно там помнить про своего ребенка. И, может быть, он показывает, что вот, типа, он не настолько пытается казаться серьезным, как другие рэперы, которые пытаются быть крутыми, но на самом деле из себя ничего не представляют. А вот он такой, типа, делает все по фану, ну, от большой любви к своему делу, да, так скажем. И у него, ну, типа, все выходит круто, классно, он вообще на мотоцикле едет, когда вот там, типа, обезьяны аборигены не могут собрать велосипед. Велосипед из микрофонов. Да. Ну, возможно, да, слушай, я поняла твою мысль. Я еще не поняла, что там означает вот еще вот, видимо, альтер-эго было, когда у него такая челка была, короче, на пол лица, как у Чунгука в одном клипе, по-моему, знаешь, вот это вот. Эмо-челка. Эмо-челка, вот я не могла вспомнить название. Вот это я тоже не поняла, что альтер-эго означало. Тут, конечно, этот клип можно пересматривать и пересматривать. Каждый кадр, мне кажется, какое-то значение имеет. Да. Окей, читаем текст и возвращаемся. Да, сейчас мы прочитаем текст и вернемся. Мы прочитали слова. Конечно, все равно нам сложно уловить суть, потому что я думаю, что там слова имеют значение, когда они с картинкой, да, сопоставляются с клипом. Вот. А мы еще и с лором не знакомы, поэтому нам сложно уловить суть всего видео и песни. Вот. Но мы тут решили загуглить именно значение самого названия «Дум да-да-да». И вот мы что нашли. Самая интересная часть находится как раз-таки в части с фразой «да-да», потому что это определенное течение в искусстве, дадаизм, которое собой олицетворяет иррациональность, вот некий творческий бунт, как раз-таки то, что мы видим в клипе, какую-то, не знаю, анархию творческую, наверное. Кстати, интересно, что еще аборигены, они рассматривают человека своего же, вот мы видим, что, да, эти остатки его же вида, и он рассматривает, как будто он не понимает, кто это. Хотя, по сути, это, ну, они рассматривают свой скелет. Не знаю, означает ли это что-то или нет, но просто интересное наблюдение. Потом вот они находят этот микрофон. Вот это что означает кадр? Что он сидит на троне? Ну, там вот было как раз-таки, что он повелитель, типа, дает им огонь, да, вот этим обезьянам. У него вначале идет повязка на глаз, потом еще повязка на глаз, и потом еще идет кадр с щелкой, тоже где открывает глаз. И у него весь этот лор с глазами, что у него разноцветные глаза. Ну, то есть из-за того, что это ЧБ, я не понимаю, какой из глаз закрыт. Потому что, ну, что-то же это олицетворяет. Мне пока непонятно. Вот этот ребенок, причем ребенок еще и грустный у него, посмотри, как с лицом. Он прям недоволен своей жизнью. Может быть, тут он имеет в виду, что лучше быть взрослым, но с душой ребенка, чем вот этим ребенком, который повзрослел слишком рано. Слушай, интересная мысль. Не знаю, что еще может олицетворять. Он, вот, кстати, вот он как раз в своем костюме, да, и там вот по тексту было, что он полководец, который всех ведет. Если мы что-то не так поняли или что-то спутали, наоборот, обязательно пишите нам в комментарии, мы все прочитаем, уясним и будем смотреть уже более осознанно. Спасибо за просмотр. Следите за нашими опросами, мы там будем спрашивать, что следующее посмотреть, на что сделать реакцию, вот. А так увидимся в следующем видео. Пока!